Приветствую, друзья, с вами Андрей и YouTube канал Мелочети. Сегодня разберем тему, которая способна выбесить любого автовладельца. И это датчик положения коленчатого вала, или как его чаще называют, датчик коленвала. Маленькая деталь, без которой блок управления двигателем вообще не поймет, когда ему подавать искру и топливо. Если этот датчик начинает чудить, тогда машина превращается в лотерею, заведется или нет. Признак первый. Двигатель не запускается вообще. Проворачиваешь ключ, стартер крутит, а двигатель не запускается. Вот тут и начинается путаница. Многие сразу грешат на модуль зажигания, катушку или даже блок управления двигателем. А виноват может быть именно датчик коленвала. Без его сигнала блок управления двигателем просто не понимает, в каком положении находится коленвал, и просто не запускает процесс. Поэтому при неисправности датчика положения коленчатого вала блок управления даже не будет видеть, что вы вращаете коленвал стартером. В этом пункте могут быть и исключения. Дело в том, что на некоторых системах, на некоторых автомобилях, где установлен датчик положения распредвала, блок управления двигателем может управлять системой и без датчика положения коленвала. Он будет это делать по датчику распредвала. Поэтому в данном случае двигатель может работать и без датчика положения коленвала. Но здесь тоже есть отличительная особенность, а именно запуск будет происходить немного дольше, чем при исправном датчике коленвала. То есть двигатель у вас может и запускаться, но на его запуск может понадобиться немного больше времени, чем при исправном датчике положения коленчатого вала. Поэтому, если вы заметили, что двигатель запускается, но для этого необходимо немного дольше крутить стартером, то обязательно обратите внимание на датчик положения коленчатого вала. Признак второй. Двигатель может остановиться прямо на ходу. Без предупреждений, без дерганий, просто бац и тишина. Именно часто такое происходит, когда датчик нагревается. Затем машина постояла, двигатель остыл и снова запускается. И автовладелец не понимает, в чем дело. Если у вас такая ситуация, тогда также обратите внимание на датчик коленвала. Это частая проблема, когда в холодном состоянии датчик работает нормально, а после нагрева начинает отказывать. Признак третий. Нестабильная работа двигателя. Плавают обороты, рывки, детонация, иногда ощущение, что двигатель спотыкается. Это может быть и другая причина, но если все остальное в порядке, датчик коленвала тоже стоит проверить. Признак четвертый. Ошибка 0335 или похожая. Если подключить сканер, то можно обнаружить данную ошибку, которая означает именно неисправность датчика положения коленчатого вала. Но имейте в виду, что ошибка появляется далеко не всегда. Если сигнал пропадает рандомно или кратковременно, тогда ЭБУ может даже не успеть зафиксировать данную неисправность. Признак пятый. Плавающие неисправности. Сегодня запускается идеально, а завтра не подает признаков жизни. Иногда данные ситуации просто выбешивают автовладельцев. Когда в прошлый раз выключал зажигание, было все в порядке, а именно сейчас, когда необходимо срочно ехать, двигатель не подает признаков жизни. Именно это самая пакостная ситуация, потому что датчик может просто умирать постепенно, особенно если внутри у него трещина или проблема в проводке возле разъема. Как это все можно проверить? Самый простой способ – мультиметром. Необходимо замерить сопротивление датчика. Если на приборе вы увидите обрыв цепи, значит датчик 100% неисправный. Но данный способ может помочь только уже в крайних случаях, когда у датчика уже есть явная неисправность, то есть обрыв в его цепи. Также датчик можно проверить при помощи компьютерной диагностики. Но не путать это просто с просмотром ошибок. Например, если вы вращаете коленвал стартером и при этом при диагностике обороты двигателя равны нулю, значит либо коленчатый вал не вращается, либо просто неисправен датчик положения коленвала. Здесь уже нужна дополнительная проверка. Поэтому, если есть возможность, лучше посмотреть осциллограмму. Тогда сразу видно, есть ли импульсы у датчика. Но даже осциллограф не всегда может обнаружить неисправность датчика, особенно если она появляется в движении автомобиля, либо носит рандомный характер. Поэтому иногда проще заменить датчик на заведомо рабочий и посмотреть на изменения. Это самый лучший способ. Тем более на многие автомобили данный датчик не стоит очень больших денег, и его замена – дело всего лишь 5 минут. Понятное дело, что есть автомобили, у которых для замены датчика положения коленчатого вала необходимо разобрать полмотора, но это больше исключение. Просто для примера приведу, все тот же автомобиль Chevrolet Lachetti, на моторах 1.4, 1.6 и 1.8 LDA датчик меняется буквально за 5 минут. А вот на моторе 1.8 SET заменить данный датчик уже в разы сложнее. Что в итоге? Если двигатель останавливается без причины, не запускается или работает нестабильно, не спешите менять все подряд. Начните с проверки датчика положения коленчатого вала. Датчик стоит недорого, а проблем доставляет порой намного больше всех остальных датчиков. Но в этом видео смотрите, как можно сделать первичную проверку датчика положения коленвала, даже без наличия каких-либо сканеров, приборов или инструментов.